Приветики, мы снова на буткемпе Нави, приехали поговорить с ребятами о плей-офф стадии ЕПЛ, поэтому вы увидите разные временные отрезки, где мы обсуждаем матчи до их начала, сразу после их окончания. В общем, всем приятного просмотра. Ну что, Илья, давай с тобой поговорим. Между прочим, да, многие в комментариях просили именно интервью с тобой. Говорили, что мало тебя во влогах, так что, пожалуйста, мы вас слышим, прислушиваемся, пишите нам. Так вот, вчерашний матч с Mount Sports был достаточно очень сильно валидольным для всех фанатов, для всех тех, кто смотрели. Давай попытаемся в нем разобраться. Все началось с карты Данюк, на которой все для вас вышло не очень хорошо. Расскажи, чего не получилось, и как для тебя эта карта проходила? Ну, мы начали за сильную сторону, должны были набирать много раундов, но набрали много раундов против нас. Были выходы на А, где мы подали клатч потом 1-3 или 1-4, даже не помню, Фрозену, с 10 хп. Из-за этого не было экономики. Ну в целом просто засноуболили на нюке нас. Как тебе вообще играть нюк? То есть у вас не самые стабильные результаты именно на этой карте? Насколько тебе вот лично комфортно на ней играется? Ну, сейчас довольно комфортно. Ну, то есть раньше я просто эту карту вообще не играл в другой команде. Появился уже опыт, и, в принципе, для меня крутая карта. Хорошо, следующая карта была Dust 2, это уже ваш выбор. И казалось бы, все сейчас будет иначе, но нет, 5 раундов в атаке, и первая сторона вышла для вас тоже не самым лучшим образом. Но потом вы совершили, что называется, невероятный камбэк, порадовали всех и потрепали нервишки. Расскажи тогда о Дасте. Что там у нас в первой половине не вышло? У нас был хороший геймплан, просто все заходы или выходы мы делали не очень четко, с ошибками. И из-за этого... Ну, так как не расстрелялись еще на первой карте, потому что вот даже там комментаторы, аналитики озвучивали эту версию, что, возможно, из-за того, что первая карта была там не сильно продолжительная, старт на второй тоже был медленный. Это вот возможен такой вариант? Или это просто миф, вот как мы, обыватели? Думаю, миф, то есть вообще никак не связано. Понятно. Хорошо. Следующая карта. У нас была Инферно. Там тоже все, события развивались тоже весьма нетривиально, потому что первая сторона для вас вообще супер все круто шло, потом вы начали отдавать раунды Маузам, и тут уже, в общем-то, мы начали опасаться за вашу жизнь и за этот матч. Что скажешь? Ну да, третья карта была супер валидольная. Сначала все было хорошо, но за защиту мы как-то не могли ломать их скрипты, что ли. То есть они заходили без проблем, под флешки все грамотно делали, не могли принять их, грубо говоря. Когда такая ситуация происходит, что должно произойти, чтобы вот переломить всю игру? И, возможно, был такой момент вчера, который ты мог бы вспомнить на какой-нибудь одной из карт, на последних двух в особенности. Просто у нас там были проблемы за защиту и до этого на Инферно, поэтому просто в течение обстоятельств мы могли подстроиться и забрать свои раунды. В итоге там, благодаря пару моментов, дожали и выиграли. Кирилл, вчера был очень тяжелый матч для вас. Как ты себя чувствуешь, как команда себя чувствует? Ну, давай лично ты после такого. Или привыкли уже. Ну, в общем, что вот ты ощущаешь и насколько тебя это выматывает вообще? Да, выматывает, как обычно. Не знаю, играешь турнир. Просто уже моральное состояние тяжелое, потому что 2 месяца находишься на буткемпе и немного устаешь от этого вообще всего. Я вообще могу сказать, что из дома там не выхожу. Последние дни плохая погода, да и в принципе особо не хочется. Не знаю, тут мест, ну и больше времени выделяешь тренировкам. Такой интенсив выматывает, да? Больше, чем матчи сами. Ну да, просто уже одна атмосфера, не знаю, вот это как в онлайне, сидишь дома тоже, хочется уже ланы. Но матч был тяжелый, действительно такой, реально третья карта была очень сложная. На второй карте камбэк, на первой карте ничего не получалось. Было все в этом, не знаю, в этом Best of 3.
и камбэк, и третья карта интересная для зрителей. Там, возможно, все были в недоумении, я думаю, после 13-2, что Это точно. может быть камбэк какой-то вообще и близкий счет. Бумус сыграл одну из своих вообще лучших игр, по-моему, за всю свою карьеру. Я, честно, заметил просто одну тенденцию такую, что когда он еще играл в Face Clan, и мы играли какой-то турнир в онлайне, это Blast был или DreamHack, что Бумус сыграл вот лучшую игру против нас тогда, еще за Фейс. И сейчас он играет за Маус, опять против нас, опять свою лучшую игру, там 30 набивает на одной карте, на второй тоже там жестко раздает, не знаю. Ну, то есть он поймал кураж, и было тяжело там в некоторых моментах просто что-то сделать. Как настроены на плей-офф, как никто не болеет, никто там не ссорится? Как обстановка? Расскажи фанатам. Нет, все выздоровели уже, переболели уже, честно, за Слава этот богу, месяц. весьма своевременно. Да, уже и острый бронхит, и все там, и тесты на корону. Все это уже прошло и в прошлом. Сейчас уже более-менее все хорошо себя чувствуют. Пару слов о скандале с тренерами. Да, мы с тобой трогали эту тему, и сейчас вот все уже стало немножко яснее, и в связи с этим пошли много разговоров и скандалов. Что скажешь с последней открывшейся информацией там, про Серегу Ламыча, про Старикса особенно? Не, ну, Справедливо ли это? Ну, я не знаю, мне кажется, должны как-то больше в некоторых случаях разбираться, то есть индивидуально, потому что реально там есть у кого-то, что говорили, что Ламыч был там на мейнкасте, что-то во время... Ну, там даже на демках типа видно, что некоторые Да, действительно некоторые камеры смотрят, двигаются. Ну, то есть а это... некоторые просто смотрят там в потолок. Да, это тяжело доказать. Ну, не знаю, там... Ну, то есть нужно к каждому тренеру как-то свой индивидуальный подход и действительно просматривать, там, использовал он, ты не использовал. Там, у кого-то, может, есть доказать, где-то был там на аналитике, еще так, как у Ламыча. Забавно, что третий тренер Харлигион был забанен, это Старикс. Знаешь, Вот, мем даже их, смерть с косой. Да, Фури есть тоже у них. То есть там, я не знаю, как они будут, что они будут делать. Решили оставить его, но это забавно, реально. Держитесь, парни. Зонеру продлили бан. Это, конечно, там очень много раундов, очень много карт он использовал это. К этой ситуации отношусь лояльно. Главное, что все наказаны будут, кто использовал это. Главное, я тоже лояльна, главное, чтобы всем доказывали. Ну, я имею в виду к человеческим отношениям, просто там, ну, Саша Зонер, я как бы с ним в жизни там иногда общался, то есть у нас такие обычные отношения, дружественные, можно сказать, там, вот, и он там извинялся, но все равно как-то я, не знаю, у меня нет такой обиды или злобы, ну, конечно, если бы я, допустим, с ним, наверное, не общался, я бы был в рейдже таком, но сейчас уже... Тиммейт твой один в рейдже, да, достаточно был? Да, там еще, я помню, Дима написал Хуч в комментариях, что 27 раундов против нас Нук использовал. Это олдовый игрок из 1.6, и команда из-за этого матча распалась. Я помню тот матч. И потом в итоге я пришел в команду QBFire, где мои старые два тиммейта, там, то есть играли Волын и Квик. Я не знаю, честно, там использовал он или нет. Вот это тоже интересный момент для меня. Конфиг, убил, еще два. Три, все три. Еще. Два. Найс! Супер! Еще где-то мейн. Еще 8 и 9. Да, наш прав. Близко. На зеленом. Я прохожу между. Граната есть какая-то? Икс. Два красный. Между. Не ожидали нюк от них, потому что у них замена, и карта довольно сложная для того, чтобы играть с заменой, прям четко все контролить и делать правильные заходы. Ну, то есть с точки зрения синергии это было очень трудно играть нюк. Мы его даже не готовили. Может, они пикнули, ожидая это, но
скорее, я думаю, они пикнули, потому что просто чувствуется, что их сильная карта, а мы проиграли сильный Mou Sports. Помогло, просто мы хорошо играли, хорошо стреляли, они играли намного хуже, чем обычно. Каждое поражение на нюке дает нам какой-то буст, мы фиксим ошибки и получаем какую-то дополнительную уверенность, поэтому прогресс идет. Вы пикнули трейд в этот раз, расскажи почему. Ну, мы боялись, что Даст они будут ждать. Плюс карта с Даст 2 очень простая для такого состава, как они. То есть они могут играть 4+1, Даст намного проще, чем Трейн. Тот же Нато Саффикс, мы видели, как он играл на Трейне против Энсон, сыграл слабо. И, в принципе, Трейн Б-опора — это очень, наверное, сложнейшая точка для опорника. И мы знали, что он будет держать, и хотели воспользоваться именно этим за атаку. А на Дасте 2, ну, мы часто с ними пикали Даст 2 и проигрывали постоянно. Они уже знают, что мы будем делать, мы знаем, что они будут делать. Просто хотели пойти по плану Трейна. Завтра у вас финал верхней сетки. Это будет либо Героик, либо Биг. Мы узнаем об этом вот уже скоро сегодня. Расскажи, кого бы ты хотел, наверное, больше в сопернике, или, может быть, краткий анализ двух этих команд. Чего от них ждать? Мы играли с теми. Они обе очень сильные команды. Честно, с теми неприятно играть. Героик хорошо очень контролят ситуацию на карте, понимают, что происходит полностью на карте и стараются давать четкие колы. То есть с ними очень сложно играть. Биг, наверное, было попроще нам играть. То есть в этом плане Биг. Но Биг хорошо готовится к сопернику, и у них всегда много заготовок новых к каким-то матчам бывает, поэтому и они удивляют постоянно. Но Героик посложнее будет, Биг попроще, мне кажется. Завтра у вас матч в 22:00 начинается. Расскажи, насколько это комфортное время вообще для того, чтобы проводить официал. Ну, мы просили такие матчи никогда не ставить, поэтому нам никогда их не ставят, потому что у нас на час позже, чем у других регионов. И тут, видимо, просто из-за того, что финал, как бы вариантов нет, поэтому играем в 10. Вот. Матчей таких у нас еще не было, будем стараться создать такой режим, чтобы не было истощения. Во сколько вы обычно спать ложитесь вообще? Ну, обычно ложимся не позже 2, но некоторые бывают засиживаются. Вот. Но я думаю, что... Ну, то есть все равно не в 10. Просто постараемся не сильно напрягаться в течение дня, и в принципе для Симпла, по-моему, он вообще играет в ПЛ по вечерам, это его время. Ребят, всем привет, с вами Алексей Костылев, Тоня мне передала эстафету, и сегодня у нас финал. Конечно, это не масштабный LAN-турнир, LAN-финал, к которому мы привыкли, но это финал онлайн, и мы приехали на буткемп к нашим ребятам, чтобы увидеть, как проходила подготовка и взять у них комментарии. Ребят, смотрите, именно так проходит настройка. Вот буквально 15 минут до игры. Ребята заказывают музыку у Глеба и начинают разыгрываться. Глеб, пару слов. Расскажи, какие треки сегодня заказывали? Сегодня заказывали LG, сегодня заказывали Skrillex, Kanye West, Dollar Sign, Ego Dev. Сегодня был даже Bring Me The Horizon. То есть сегодня такая... Сегодня разнообразный плейлист. Разнообразная вечеринка, да? Флейм, ты сегодня заказывал какой-то трек? Егор обычно свои. Да. А Бумыч что заказывал? Вот Бумыч заказывал рваные джинсы и Ego Dev. Хорошо, ну смотрите, у нас осталось буквально 10 минут. Сейчас ребята уже будут проводить свой ритуал, все верно? Да, мы вместе, да, будем. Рассказывай, как сегодня вообще настрой? Ты очень долгое время здесь провел. После того, как у нас не сложилось, ты помнишь, и решили продлить буткемп. Рассказывай, как вообще обстановка. Осталось немножко дожать, да? Да, но такая, есть возможность сегодня поставить хорошую такую точку, чтобы дальше начать следующий турнир, так сказать, с большой буквы, метафорично выражаясь. А как там с Эликом? Ты вообще созванивался с ним? Ну, конечно, мы вот только сегодня все общались. Ну, у нас же перед игрой всегда, вот сейчас в онлайне, у нас как проходит это процесс настройки, мы созваниваемся в Дискорде, все вместе, у всех камеры включены. Вот, у нас есть там 10 минут, ну, там, на разные там упражнения, либо медитативные, либо там на разминку для мозга. Вот, дальше просто обсуждаем уже какие мысли, какие переживания, какие, ну, вообще, кто чем хочет поделиться. Вот, иногда вместе все слушаем какую-то музыку разную, которую парни... Вместе музычку послушать, это тоже... Через Дискорд, стримчик подрубаем и слушаем. Ребята, у меня для вас шикарная новость. Если вы захотите заказать такую же джерси со своим никнеймом, то мы оставляем для вас ссылочку на экране, а также ссылочку в описании. Заходи и заказывай фирменную джерси со своим никнеймом.
I know they want me to fail. If they throw me into a cell. Скажи, у Астралис очень долгое время был такой винстрик побед, и они считались особым противником, можно так выразиться. Что сейчас? Это обычный противник для тебя? Не Или знаю, все-таки... из 3 раз я ни разу не проигрывал, и думаю... То есть сейчас вот эта вот планка эмоциональная, она у тебя держится нормально, ничего не произошло, верно? Верно. Ну, стреляешь ты неплохо, кстати, Смуки. Скажи, аналитики говорили, что никто на этом турнире не берет Мираж, как-то боится его брать, а вы берете его и пикаете против Херакла. Ну, это такое стечение обстоятельств. Это у них плохая карта, и мы эту карту хорошо играем, когда чувствуем индивидуальную свою силу, когда стрельба идет. А что сегодня будет, Бумыч? Скажи, пожалуйста, вот винстрик Астралис, он очень часто держал нашу команду, скажем так, в напряжении. Сейчас ты воспринимаешь Астралис как топовый коллектив, или все-таки... Ну, это уже другая команда, и Нави другая команда уже. Уже Илья пришел, так что... То есть нельзя сейчас сравнять с тем, что было, верно? Нет, тем более это онлайн, так что это будет интересный финал, как и все финалы, в принципе. Но ты настроен на финал? Конечно. Преимущество в 1 очко, как тебе вообще? Ты считаешь это правильно или нет? Вообще я считаю, что в плей-оффах не должно быть нижних сеток, вот. Но так как она есть, то какое-то преимущество должно быть в любом случае. В гранд-финале и 1 карта, это нормально. Это норма, да? Угу. Ну, то есть, в принципе, можно закрывать по быстрячку. Еще 2 добираем. Ну, не знаю, я так не стараюсь думать. Я стараюсь думать о каждой карте, в которой мы сейчас будем играть. И все, не думать там, какой счет, там, best of 5. Я думаю, не имеет значения в северных условиях. Просто так больше, наверное, матчей получилось. Вот онлайн. Думаю, только из-за этого. На лане, по-моему, больше не будет дабла, будет сингурс. Давайте сделаем то, что у вас хорошо получается. Давайте победим. Давайте всех обнимаем. Поехали. Кто мы, пацаны? Рожденные побеждать! Два-два! Найс! Андрей, пожалуйста, пару слов. Я видел, что матч был напряжный. При счете 5-1 или 5-2 ты уже начал включаться очень сильно. Этого не видно на стриме, но рассказывай. Я вижу, что ты весь на эмоциях. Ну, у нас такие игры часто бывают. Важный матч, были ошибки, кто-то где-то не успевает, забывает. Помогаю ребятам. Как ты оцениваешь вообще эту игру? Хорошо, удовлетворительно, круто? Слабо мы Слабо, да? Хотелось Но мы могли могли лучше сыграть намного. Как начинали уверенно, да, когда был 4-0? Мы допустили ошибки там чуть-чуть в геймплане, неправильно сделали раунды некоторые. И неправильно выбрали, неправильный момент выбрали для раунда, в принципе, по экономике. Ну, короче, были ошибки, но это финал. Еще рампа и будка, парни! Будка и рампа! Кадер! Я с тобой, Упал! Чем сложнее победа, тем она приятнее. Так что давайте просто выкладываться и делать дальше то, что должны делать. Все, включаемся сразу с первого раунда. Фокус на пестик, фокус на все. Готовы? Да. Все, поехали! Рожденные побеждать! Транс убил. Найс. Найс! Аккуратно, так опорник Фейс, зелень убили. Не уверен. Зиг второй. Зелень. Старый план.
Бомбу, Сань, поставь. Дал флеш направо. I'm from a state where they never let it go. Black Wall Street, that's on everybody's dome. It's not about the race, gotta focus on the hate. It's on everybody's face, but we never let it show. Shoot, please take me back to the motherland. As a late, I've been dreaming of another land. There's a village in the leaves, you won't ever wanna leave. If you do, you gon' still be my brother, man. Let me be the salt in your soul food. Oh, you made Vegeta, I like Goku. And that is not a shot, that's the whole truth. Giving you the real life Whole Foods. Man, I told you. This ain't a flash, but the tribe is up next. Yeah, we live in freedom cause we put our faith in the one that has canceled our day. Я убежь, кабина. Смотри, красный. Кабина, хлопоброс. This ain't a flash, but the tribe is up next. Yeah, we live in freedom cause we put our faith in the one that has canceled our debts. Yeah, people might say we're too young, but that's cause they view us as threats. Yeah, we hold the power and change gonna come as soon as we lock arms to connect. What you waiting for? Ребят, ну вы сами все видели. К сожалению, мы проигрываем. Очень обидно, я уверен, всем. Спасибо, что смотрели наш влог. Спасибо, что поддерживаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И спасибо вам за все добрые слова. С вами был Алексей Костылев. До новых встреч.